В этом видео я покажу, как сделать вот эту классную стрижку шегги с такой бомбезной укладкой. Hi everyone, с вами Ева Лорман, я автор и ведущий этого канала, который посвящен красоте. Это уже 20-я стрижка в технике быстрых стрижек, и она на самом деле действительно быстрая. Итак, let's go, друзья! Кстати, стричь я буду в перчатках. Кого до сих пор интересует этот вопрос, смотрите ролик до конца. Я открою вам эту страшную тайну. Стрижка шегги выполняется по центральному пробору. Челка. Челка в этой стрижке не простая, а челка-шторка. То есть будет вот такой изгиб. Но это делается автоматически и очень просто. Челка в этой стрижке самая главная часть, потому что именно от длины челки будет зависеть вся остальная форма. Поэтому если вы сами себе стрижете, кстати говоря, эту стрижку легко подстричь самому себе в домашних условиях, от длины челки зависит очень много, потому что челка — это самая главная опорная точка, от чего мы стартуем дальше. Очень важно, челка будет дорабатываться уже по-сухому в конце, после укладки. Но на данный момент длина волос в челке должна быть в районе носа. То есть вот здесь. Длина волос в зоне челки в моем случае 12 сантиметров. Но для вас бы я сделала ориентир, это кончик носа. Следующая опорная точка – это длина волос на затылке. Если у вас редкие волосы, то длина волос не должна быть длинной. Чем длиннее волосы, тем более редкими они будут казаться. Поэтому ориентир – самые длинные волосы должны сзади прикрывать шею. Эту длину можно увеличивать или укорачивать в зависимости от того, какая у вас исходная длина и какую длину вы в принципе хотите. Я сделаю длину 14 сантиметров. В стрижке шегги делается всего 2 опорные точки. Опорные точки заданы, приступаем к их соединению. У нас есть контрольная прядь, и мы стрижем прядь за прядью по вот этой ровной горизонтальной поверхности. Делим эту прядь на 2 части и находимся напротив той зоны, которую стрижем. Здесь я поворачиваю манекен, а вы ходите вокруг клиента. И стрижем на уровне вот этой контрольной пряди. Делим на 2 части, почесываем столько же волос и стрижем на ее уровне. Если у вас много волос, то вы можете разделить этот процесс на 2 этапа. Отделите волосы на 2 части и подстригите только нижнюю часть, а потом подстрижете на уровне ее верхние волосы. И еще важный момент. Я стараюсь отвечать на все комментарии со временем, но оперативно отвечаю в первый час после выхода нового видео. Видео выходят по четвергам и воскресеньям в районе 14:30-15 часов. Поэтому, если вы хотите получить быстрые ответы на свои вопросы, то у вас есть такая возможность. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и не пропустите это время. То же самое делаем с другой стороны. Но у нас уже есть вот эта точка, и мы можем себе задать контроль для правой стороны. Волосы выбираем с точно противоположных частей. И теперь у нас есть ориентир, куда нам идти в правую сторону. Вот мы пришли к контрольной пряди. А дальше, друзья мои, начинается магия. У нас есть точка челки, и мы сейчас все волосы подстрижем на уровне этой челки. Делим наши волосы на 2 части по определенной схеме. Делю височно-боковую зону на 2 части. Эти волосы оставляю в покое. На этом этапе нужно понимать одну вещь. Если волосы очень густые, тогда оставляем высоту 4 сантиметра от виска. Находим высоту 4 сантиметра и проводим горизонтальную линию. Если волосы более редкие, то можно, и особенно если вы боитесь, то можно оставить и больше. Лучше потом достричь. И вообще, если вы боитесь, то оставьте больше, не 4, а 5 сантиметров. В любом случае это потом можно исправить. Оставила 5 сантиметров, заколола. А вот эти волосы, которые в руке, я подстригаю на уровне зоны челки. Это можно сделать за один срез.
Вот она челка, и мы все волосы подстригаем на ее уровне. Если боитесь, можете закосить в противоположную сторону, чтобы остались вот эти волосы более длинными. Если не страшно, то просто стрижем на уровне этой челки. Сделали. То же самое делаем с другой стороны. 5 сантиметров. Сделали. Вот, видите, какая уже красивая картина получается. А вы боялись. Следующий момент. В шеге надо обязательно доработать зону макушки. Это делается очень просто. Отделяем волосы на макушке. Вот таким образом. По-хорошему можно вообще все волосы взять сейчас, перенаправить на фронтальную зону. Вот таким образом. Волосы с затылочной зоны вообще можно не переживать, сколько вы взяли, ровно ли вы взяли. Вот эти волосы не достанут, потому что им не хватит длины. Поэтому самое главное отделение — это височно-боковых зон. Не трогать вот эти волосы, а с затылка можно зачесывать сколько хотите. И подровнять эти волосы на уровне нашей челки. Выкопать ее здесь. Поэтому, конечно, нет смысла полностью все волосы зачесывать. Они просто будут мешать. Но это очень интересный процесс. Подровнять на уровне челки, мы ее находим. И видим вот такую неровность. И эту неровность просто надо убрать. Все. Практически все. Сейчас я ее посушу, и мы на сухую ее доработаем. Сушить надо эту стрижку именно так, как я сейчас показываю. Все волосы с затылочной зоны, именно с верхней затылочной зоны, в противоположном направлении. Вот какую картину мы получаем, если мы посушим эту стрижку без расчески, без укладки. И хочется как раз обратить внимание, насколько увеличился объем. И теперь мы лев. Сейчас мы ее уложим и доработаем. Кстати говоря, укладка у этой стрижки может быть настолько разнообразной, что я вам покажу. Вот что получилось, просто вытянув на расческу. Волосы подстрижены по схеме стрижка шеги. Это без доработки. Мы ее еще не доработали, но, по-моему, приколдесно и так. Хотя она, конечно, ничего не видит. Открой личико, Гюльчатай, открой. И это как раз тот самый момент, когда надо открыть клиенту глаза. Потому что вот эта длина, конечно, она не носибельная. Как бы красиво это ни выглядело, вот так вот можно это все, конечно, сейчас вот сделать и сказать: носите, это очень красиво. Но, как показывает практика моя лично, мои клиенты всегда просят убрать челку с глаз. И делается это только после того, как мы ее подстригли на уровне кончика носа. После этого теперь только мы можем доработать челку. Понимаете, фишка? Если бы мы сделали челку изначально вот такой длины, что клиент говорит: мне надо покороче, это как раз тот момент, когда да, мы сделаем покороче, но только попозже. Изначально вот эта длина выбирается как ориентир для всей стрижки, а потом уже челка дорабатывается отдельно. Так вот, если бы мы подстригли выше, то вот этот объем, он бы был вот здесь. В принципе, тоже как вариант. Но
Если вы сомневаетесь, изначально все-таки надо делать пониже эту контрольную длину. Челку делать более длинной. Ее вообще можно сделать вот здесь. И все волосы точно так подстричь на этом уровне. Но в классике стрижки шеги волосы стригутся на уровне носа, чтобы основная масса волос тоже была вот здесь на уровне носа. То есть вот этот вот объем был сконцентрирован вот в этом месте. Выше, ну тогда и эти волосы надо было бы стричь повыше, иначе будет очень явный такой перепад между равномерной длиной без каскадов. Здесь-то у нас уже идет каскад из-за того, что мы подстригли на уровне челки, а здесь каскада нет. То есть здесь получаются не сведенные зоны. Я сейчас их вычешу, и вы это увидите. Вот какая получается картина. Стрижки шеги, волосы верхней зоны не сведены с волосами половины височно-боковой зоны и затылочной зоны. На затылке этого перепада сильно не видно, потому что на затылке волосы идут на удлинение. Вот как это выглядит. То есть вот наша диагональ идет, которая на удлинение, и когда мы волосы сюда расчесываем, они благополучно идут на удлинение, и мы не видим вот здесь никаких переходов, перепадов длины. Кажется, как-то классно смотрится, очень красиво, равномерно. Вот я ее сейчас взлохмачу, волосы лежат просто шикардосно. Но видим вот этот перепад здесь. Поэтому мы можем его немножко ослабить. Это первое. Второе. Сделать короче сейчас челку, чтобы клиент мог видеть, чтобы он мог носить эту стрижку вот так вперед. Также мы можем немножко ослабить вот эту диагональ. Что касается челки. Челку, конечно, нужно поднимать, но не просто поднимать, а также работать с этой диагональю. В принципе, в любом случае в этой стрижке волосы должны прикрывать брови. Очень коротко мы ее не будем стричь. Именно прядь по центральному пробору, вот в этом месте мы подстрижем на заданную длину, так как нам говорит клиент, чтобы открыть ему мир. Подстригли. Это, в принципе, челка-шторка. Стрижем на уровне этой подстриженной пряди и стремимся вот в эту точку. То есть, если сейчас все волосы подчесать сюда, естественно, не трогаем вот эти длинные, подчесываем, их не трогаем, это удлинение нас устраивает, а убираем просто вот этот уголок. Если и этого недостаточно, например, если клиент посушил волосы, приподнял челку и все равно ему кажется, что много волос в зоне глаза, тогда мы делаем две диагонали. Волосы в зоне глаза вот отделяем. Первая часть у нас будет практически ровная, но немножечко закосить надо ее по-любому, чтобы она плавнее вошла во вторую диагональ. Вот. Глаз открылся. Мы ее сейчас будем еще филировать, поэтому сильно не нужно здесь делать коротко. А уже вот с этой частью мы ее соединяем. Вот она наша длина, которую мы не должны трогать. Соединение должно быть очень мягким. И для этого мы используем пойнтинг. Все. Соединили. То же самое делаем с другой стороны. Вычесываем волосы в зоне глаза. То есть мы видим прекрасно, какие волосы падают на глаз. Стрижем их практически ровным срезом. И уже соединяем с длиной. И в итоге мы получаем более открытую часть у лица. Следующий момент. Теперь нужно вот эти уши тоже немножечко ослабить, потому что они здесь играют прям такую доминирующую роль. Это делается тоже очень просто. Вычесываем все волосы, которые мы подстригли с прямым срезом, и прореживаем их пойнтингом. Проредили, посмотрите, что получается. То есть фанатеть не надо в этот момент. Видите, разница какая? То есть здесь есть граница, здесь границы нет. Вот я дорабатываю, потому что я вижу, что на глаза еще падают некоторые волосы. Вот они. Сейчас я их проработала. По чуть-чуть, никуда не спешим.
Оставшуюся челочку, которая у нас очень массивная спереди, можно проредить. Но опять же, если это нужно, если это гармонично смотрится сейчас и так, то можно и не трогать. Такой точечный процесс. В общем-то, вот, друзья мои, как это выглядит с минимальной укладкой, с доработкой. Эту стрижку можно укладывать по-разному, делать шторку прям вот здесь. Очень приколдесная стрижечка. Самое главное, что она очень классная в носке. Если правильно ее подстричь, а не делать специальную какую-то укладку под такую форму, она носится очень классно. Вы видели, что я не сильно трудилась, когда я ее укладывала. В накрутке она выглядит вообще бомбически. Еще раз повторю, длины вот эти вы можете корректировать. Кстати говоря, если у вас вот этот низ очень массивный получается, если у вас густые волосы, то можно это все разредить. Делается это очень просто, но без фанатизма, потому что у стрижки шеги низ твердый. Вычесываем волосы вот таким образом. То есть вот у нас волосы с макушки, мы их хорошо должны видеть, вот они. И мы их не трогаем, а вычесываем волосы, которые отвечают за твердость линии окантовки. И либо пойнтингом, либо филировочными ножницами убираем этот массив. Низ не трогаем, потому что иначе мы нарушим твердость линии окантовки. Но сильно не нужно в этом моменте увлекаться, потому что иначе у нас затылочная зона будет просто заодно. А здесь фишка в том, что верх более пышный, а низ более прилизанный, так скажем. И за счет этого и создается вот этот эффект. Вот хорошо сейчас видно, макушка идет, удлинена макушка, и потом раз и пошла ровная форма. Эта ровная форма создается исключительно тем, что у нас твердый и тяжелый за счет этого массив в зоне окантовки. Несколько слов в принципе об этой стрижке. Эта стрижка очень популярная. Эта стрижка добавит вам однозначно объема. Эта стрижка может сделать коррекцию формы лица. Мы уменьшаем высоту лица. Поэтому данный вид стрижки подойдет для идеальной формы лица. В принципе, как украшение лица. Видите, красиво обрамляет лицо и такие глазки из-под челочки. Хлоп-хлоп-хлоп. Это один момент. Но коррекцию она тоже сделает. Убирает излишнюю высоту лица. Как подобрать стрижку по форме лица и по типу волос, я готовлю целый сериал, где я доказывать буду математическим путем, как подбирать стрижку по форме лица и типу волос. Этот сериал будет достаточно большой, мы будем разбирать там огромное количество форм лиц и типов волос. В общем, дождитесь, это скоро будет, как я закончу стрижки, и мы сразу начнем сериал по подбору. Основная масса стрижек уже у меня сделана. Мне осталось показать вам несколько стрижек, которые я буду показывать на себе. И, кстати говоря, вот эту стрижку, которая сейчас на мне, я тоже подстригла сама себя совсем в недавнем ролике. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылку на видео, где я сама себя подстригла, я оставлю в описании. Сейчас я сделаю этой мадаме укладку, скажем так, праздничную, коктейльную. И мы за нее порадуемся.
Ну вот, что у нас получилось. Просто шикардос. А кому не достает объема, его можно добавить. Вот. Вот такая. Поднять и зафиксировать лачком. Перчатки я одеваю для того, чтобы как можно больше людей задалось этим вопросом. И мне это удается. А теперь фокус. Если я буду стричь на фоне своих рук, вы просто не увидите волосы. Удивительно, но на эту тему задают вопросы именно те люди, которым стрижки вообще, видимо, не нужны. И я напоминаю, что это 20-я стрижка. Страшно подумать, что это уже 20-я стрижка. Честно сказать, стрижки там все бомбезные. Модные, топовые, трендовые. Поэтому, кому интересно, ныряйте в описание. Там все ссылки есть. Половину из тех стрижек можно подстричь самому себе в домашних условиях. Можно ли эту стрижку самому себе подстричь? Да, конечно, можно. У меня, кстати, есть даже ролик «Реакция». Я показываю, как люди стригут эту стрижку сами себе. На него я тоже оставлю ссылку в описании. Ну вот видите, как все просто. Кстати говоря, хочу вас успокоить. Тема стрижек Пикси еще не закончена. Затем, как я обещала, разбор формы затылков, подбор стрижек Пикси по форме лица и типу волос. То есть все будет чок-гюзель. Просто после моей стрижки, вот этой, которую я себе подстригла, народ просто ошарашен. И я дала возможность немного прийти людям в себя. Еще будет как минимум 3 стрижки Пикси. Обалдеть, да? Сколько их? И еще раз, друзья мои, напоминаю, что оперативно я отвечаю на комменты в первый час после выхода нового видео, которые выходят по четвергам и воскресеньям с 14:30, ну, до 15:30, в зависимости от интернета, загрузки. То есть в этом диапазоне ролик выходит. Поэтому, если у вас есть срочные вопросы, не требующие отлагательств, то, пожалуйста, имейте в виду это время. Всем желаю успехов и удачи, крепкого здоровья. Все будет хорошо, друзья мои. Благодарю вас за эти потрясающие комментарии, которые я получаю. Я даже уже сейчас просто в шоке становлюсь. Поэтому я очень рада за вас. Всегда держу за вас кулачки, когда вы пишете, что пошла я себя стричь или приходит новый клиент. На сегодня все. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye bye, everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео!